Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня очень интересный день. Сегодня буду собирать самолет. Это кит-набор, здесь уже почти все готово. И мне кажется, я его вот буквально за вечерочек соберу. То есть это такой себе доступный моделизм. Это не то, что я там по 2, по 3 месяца делаю самолет, а то и по 3 года, вот как я Славиков самолет доделывал. Но вот это супер доступный моделизм. Раз крылышко. Два крылышка. Все готово уже, все обтянуто. Есть фюзеляж. И самолет на электротяге. То есть его еще и очень легко будет запускать. Не нужно будет возить с собой топливо, стартеры и прочее, прочее, прочее. Нужна лишь заряженная батарейка, пульт управления и самолет. Так как самолет маленький, его вообще смело можно возить с собой и стартовать. Инструкция, как я люблю. Все подписано и понятно, даже если по-нерусски. Мало того, что это просто, друзья, такие маленькие самолеты, они еще и стоят весьма недорого. То есть это еще и доступно. Но смотрите, если будете заказывать нечто подобное, какой-то кит-набор, смотрите, чтобы там все было в комплекте. Если у вас нет аппаратуры, то нужно аппаратуру либо отдельно докупать с приемником, либо искать кит-набор с аппаратурой. Я вам советую покупать отдельно аппаратуру, ту, которая вам нужна, которая подходит по бюджету. Я, например, начинал с очень дешевой аппаратуры. Это вот такой FlySky. Покупал за 2500 рублей. Она шестиканальная. Здесь все отлично работает, ни разу не упал у меня из-за аппаратуры самолет. То есть связь с приемником в визуальном движении, в визуальном полете всегда была нормальная. А улетал я иногда очень даже далеко, что трудно было вернуться. Здесь уже запрограммировано около 15 моделей. И скорее всего вот эту я тоже сюда запрограммирую, потому что привык, во-первых, к ней. Ну, каких-то рекордов на этой модельке ставить не буду. Это чисто для удовольствия и для тренировки навыков пилотирования. Потому что это пилотажный самолет. Неужели за вечер удастся собрать? Аж не верится. Вообще-то Андрей мне подарил 2 таких самолета. Они немножко отличаются. Но вот они долго лежали. И вот видите, как пленочка съежилась. Сейчас мы будем это дело подтягивать. Вот таким хитрым устройством, ребят. Это насадка на паяльник. Точнее, на паяльную станцию, она поддерживает точно температуру. Можно сказать, заново проклеил все контуры на пленке и подтянул ее, потому что она была провисшая. Надеюсь, из-за того, что температура была постоянная, ужала, то оно не будет просаживаться потом от солнца, и так и останется нормально. Изначально попытался феном натянуть, и вот такой косяк произошел. Пленка отстала и начала натягиваться, видите, белый пробел образовался. Ну, я вовремя остановился, включил токарный станочек, сделал старую добрую дедовскую приспособу и продолжил натягивать, и все успешно. Так, ну вот, подтянул все поверхности, и теперь я готов сделать первый пункт по инструкции. Готов к вклейке петель. Клеить буду на суперклей, потому что так быстрее. Давным-давно пользуюсь шприцом. Им гораздо удобнее работать. Правда, засыхает вот этот кончик. Я его обломал, а оно не идет. Когда не идет, делаю следующее. Подпиливаю его. Ну, то есть он очень долго лежал. И обламываю чуть-чуть подальше. Все, видите, капелька пошла. Можно инструкцию подложить в качестве подложки, чтобы не загрязнять стол клеем. И погнали вперед! Очень удобно, что оно прозрачное. Можно прям снутри смотреть, как нальется необходимое количество клея. Кстати, ребята, а какие вам модели больше нравятся? Прозрачные или непрозрачные? Лично мне очень нравятся прозрачные. Они красивенькие. Использую клея по минимуму, чтобы соблюдать культуру веса, чтобы не переутяжелить самолет. А вот с ответной частью, точнее с элероном, будет сложнее. Потому что здесь нужно попадать сразу 3 петли, а в бальзе очень быстро застывает суперклей. Я даже не знаю, что и делать. Как быть? Пока что повклеиваю остальные, так сказать. Прорезаю все отверстия в пленке, которые нужно прорезать.
Вот сейчас как раз таки и пригодилось то, что я приклеивал ее заново в этих местах. И теперь она здесь не будет отставать. Хотя это и готовый кит-набор, но все равно немножечко поработать придется. Обратите внимание, какой интересный профиль крыла. Очень остренький он вот здесь. Я думаю, все продумано. Также прорезал здесь, здесь. И еще нужно прорезать на самих крылышках под сервоприводы. Вставляем сервы. Помогаем гравитацией, чтобы проводок упал вниз и мы могли его вывести. Делаю маленькие отверстия супер тонким сверлом и закручиваю супер маленькими винтиками. Идет очень плотно, можно было отверстия и побольше делать. Придумал удобную технологию, как же все-таки закрепить петли. Можно было бы на эпоксидочку приклеить, но это долго ждать. А суперклей неудобен тем, как только мы в щель его намазываем, он сразу начинает схватываться. И все. Сразу 3 петли ну никак туда не вставить. Поэтому я придумал, ребята, очень интересную технологию. Сверлю вот здесь вот дырочку маленькую. Сбоку. Она ни на что не влияет, красота не страдает. Потом вставляю туда шприц. И, собственно, сколько нужно клея накапываю. Потому что петля немножечко подтарчивает. Вот так раз. И этого, я думаю, будет достаточно. Дело как-то очень быстро пошло. Правда, есть косяки у меня, ребята. Видите, как я наляпал суперклеем. Это просто тоска, печаль. Но я думаю, не стоит отчаиваться. Я знаю, есть такая штука, очиститель от суперклея. Постараюсь его найти и очистить. Крылышки прицепил, хвостик прицепил. Самолетик уже вот он, красавчик, в моих руках. Видите, он достаточно маленький. Он сейчас весит, я не знаю, грамм 250, наверное. Консоли крыльев прикрепляются очень интересно. Держатся на крючках. Видите как? И на резине. Можно их прям вытащить. Не вылетят ли они в полете? Но там еще одно колечко резины есть. Возможно, нужно 2 использовать. Я не знаю, ребята, мне такая перспектива не нравится. Оно вот здесь немножечко играет. Хочется как-то это укрепить, уплотнить, улучшить. Вклеил мотораму. Она тоже здесь какая-то... Ну, она держится нормально, но вот видите, как она торчит вверх. И здесь никакого подкрепления нет. Я решил все-таки тюнингануть. Из бальзочки приклею 2 пластинки такие. Они будут упираться в следующий шпангоут. И все будет нормально. Не отнимут они место под регулятор. Вот. Ну, сейчас покажу вам, сколько это добавит веса. Я думаю, сильно ругать вы меня не будете за это. Так, все устаканилось. 1 грамм ровно добавляет. Так что, думаю, это не страшно. А прочность моторамы повысится в разы. Не то, чтобы я собрался бить этот самолет об землю. Просто бывают случаи настолько хорошей культуры веса, что даешь газу, и моторама отваливается вместе с движком. Кстати, здесь такое ощущение, что уже запланирован выкос двигателя. Как-то вот оно не сверхровно вроде бы здесь стоит. Выкос, ребята, нужен для того, чтобы когда мы даем газку, самолет продолжал ровно лететь. Все, резинка лопнула. Ой, какое же это дело нехорошее. Ну, резинка старая, по всей видимости. Вот так оно держится, ребят. Вот он, лонжерончик маленький. С одной стороны он покрыт стеклотканью. И он такой неравномерный. Но крылышки ровные получаются. Итак, ребята. Пошел 2-й день сборки кит-набора. Я немножечко тут затарился. Купил вот такую штуку. То есть наляпывание суперклеем вот так жестко, друзья, это обратимый процесс на самом деле. Сейчас я вам покажу, как это происходит. На данный момент я затратил где-то 3 часа времени на сборку. Но работы еще очень много. Я думаю, в целом, ну даже не знаю, часов 8, наверное, затрачу. Так, намазали. Теперь ждем. Не знаю, правда, сколько ждать. Подождем минуты 2-3.
Пробуем, как работает состав. Состав моментально много чего стирает, но еще осталось, до глубины не проникло. Поэтому я вот так размажу и пусть дальше раскисает. Вытираю в 3-й раз. Все, друзья, все растворилось. Осталось лишь 2 точечки. Вот они, вроде сверху все растворено мягенькое, а внутри ядро твердое. До ядра не пробивает. Ну, видите, да, результат налицо. Ну, еще 4-й раз придется намазывать. Самые такие грандиозные шишки, чтобы растворить. Даже нигде не цепляется. Можно выдохнуть. Красота не пострадала. Далее у нас последует муторошная установка сервоприводов. Реально мне это дело очень не нравится, потому что требует настройки. Видите, одну машинку я уже поставил, и она работает. Откалибровал точно по инструкции, чтобы отклонялось на 18 мм с каждой стороны. Как-то не очень сильно оно отклоняется, ребята, но сделал строго по мануалу. Видите, на какую дырку здесь оно крепится? Очень близко к центру машинки. Здесь большой крутящий момент, он примерно в 2 раза больше, чем если бы я с краю поставил. Вот видите, как важно делать по мануалу. Здесь кабанчик, здесь качалка. Тяга была недоделанная. Вот такая вот. Мне пришлось с обратной стороны делать точно такой же вот кончик интересный. И, естественно, все подрасчитывать. Естественно, пришлось по центру все отмерять. Благо, на моем тестере есть такое положение центральное. Вот видите, я поставил. Ничего здесь не крутится. И оно в центре. Это нужно для того, чтобы каждый сервотестер выставить по центрам. Чтобы отклонения были одинаковые и вверх, и вниз. Потому что если бы центральное положение было как-то вот так, ну это уже было бы гораздо хуже, было бы неравномерное. Ладно, делаю второе крылышко и будем двигаться дальше. Еще 2 сервы нужно установить. Также я еще приступил к восстановлению движочка. Заливаю эпоксидкой. Даже не только потому, чтобы он лучше работал и дольше работал. Он вообще уже здесь, получается, в полунерабочем состоянии был. Обмотка выскочила и была между статором и магнитом. Так, ну уже практически все застыло. Быстро идет процесс. У меня обычно застывание эпоксидки. Почему? Да потому что вот эта штука адски горячая. Я ее нагрел и положил сверху двигатель. Буквально полчаса и все застыло. Что я эпоксидку годами не жду. Защитил статор изолентой, дабы не попроливалась сюда вот эпоксидка и не цеплялась потом за магнитики. Ну, надеюсь, живой мотор. Как-то вот по виду он был не очень, если честно. Ну, как бы ничего не цепляет, это уже очень хорошо. Моторчик Emax. Написано проб 9-10 дюймов, 11,1 вольт. Ну, то есть он трехбаночный. Собственно, как и этот самолет. Должен быть трехбаночный. Написано на коробке. Крайний раз, когда я заливал эпоксидом, ребята писали, а как же балансировка? Друзья, ну какая балансировка? Смотрите, двигается-то здесь вот эта штука. А внутренняя штука, она стоит на месте. Что с балансировкой тут все нормально, ничего не изменилось. Интересно, что если сюда поставить двигатель от гоночного квадрокоптера с тягой, например, там 1,5 килограмма, как он будет поливать? Потому что вот это вот, ну где-то около 500, 600, может 700 грамм будет давать. Ну не особо много, движочек маленький, ребят. Здесь все на легкости основано. Пока все хорошо, пищит. Ну, одно могу сказать. Моторчик работает. Класс, его мы и будем ставить. Тихенько так, хорошо. Шайбу на подшипник еле натянул. Вот эту. Все очень плотненько. Прошло около 5 часов времени с момента начала работ над самолетом. И я наконец-таки закончил вот эту первую страницу. Перелистываем. Дальше. А вот дальше как раз таки и нужно заниматься
рулем направления и рулем высоты. Установить кабанчик и тягу. Так что все нормально, все по плану. Да, и еще, кстати, вот тут я костылик установил, укрепил немножечко каптоновым скотчем. Что какая-то слабенькая там система была. Просто втыкается вот так и все. Ну, мне это не понравилось. Здесь все так устроено, что нужно будет вставлять, а потом уже как-то гнуть. Я даже не знаю, как это у меня получится согнуть вот в этом месте. Чувствую, очень неудобно будет тяги сделать. Пока для начала сервы прикручу. И еще хочу, ребята, заострить ваше внимание на том, как же правильно устанавливать кабанчик. Потому что забыл сказать. Его отверстия должны устанавливаться на оси. Именно тогда он будет одинаково отклонять и вверх, и вниз. Если бы я его как-то дальше установил, или вот сюда ближе, уже алгоритм был бы разный отклонений. Здесь двигается, допустим, в одинаковую сторону, вверх-вниз, а здесь по-разному. Может быть, на руле высоты это и не очень критично, но на элеронах это очень критично. Тягу устанавливаю готовым концом вовнутрь, потому что согнуть там ее нет никаких шансов, а гну уже вот здесь, с этой стороны, когда ставлю кабанчик. Потихонечку начинает оживать аппарат. Это максимальное отклонение руля направления. Опять же, все по инструкции. По 45 миллиметров с каждой стороны. Что дальше-то делать, а? Попробовать установить шасси. Но вот это, по-моему, не от него. Да, какие-то они немножечко другой конфигурации. Здесь есть у нас покет. С такой вот проволокой. Ух, жесткая. Вот это вот уже оно. Прорезается отверстие, вставляется. Колесики фиксируем вот такими фиговинками с шестигранником. Амортизируется очень хорошо. Моторамка очень хитрая здесь. Регулятор опять же хитрый. Какие-то вот штуковины, не знаю для чего вот это нужно. Непонятно. Ну, вот это сигнальный провод. Это провода на двигатель. Это на батареечку. Поставил деревянный самодельный винтик. Руки чешутся попробовать, как оно в работе будет. Так, пробуем. Работает. Тяга есть. Подрывает. Слишком длинный вал. Здесь он такой длинный, совершенно ни к чему. Движок замотал изолентой, чтобы не налетело пыли. Что все-таки магниты-то неодимовые. Приемник решил расположить вот здесь. Мне кажется, здесь ему будет приятно. И мне приятно, будет удобно все подключать. От крылышков сделаю удлинитель на элерончике. Потому что нужен разветвитель, друзья, чтобы с двух сервомашинок сходилось в одну. Ну, а эти уже, собственно, можно подключать. Пришло время включать паяльник. И для начала я уберу вот эти соединения. Что-то они мне не очень нравятся. Как-то здесь оно все на грани обрыва. Во-первых, укорочу провода, потому что хочется регулятор где-то здесь установить. Ну, а во-вторых, немножечко облегчу. Вроде бы все спаял, а вот он тот самый разветвитель. Видите, два тройных провода сходятся в один, который будет втыкаться в приемник. Ну и здесь все сделал, припаял моторчик к регулятору. Что-то мне кажется, ребята, что очень слабенький двигатель я сюда поставил. Какие-то очень тоненькие проводочки. На регуле гораздо мощнее провода. А здесь прям уж совсем тоненькие, 4 маленьких жилки каких-то. Вот, собственно, и все. Ну, посмотрим, как будет работать. У меня есть значительно мощнее двигатель. Возможно, придется ставить его. То есть, ну, он будет уже сверхмощный. Хочется подобрать именно оптимальный какой-то вариант. Поставил фонарик. Прилепил его чисто на скотч. Вот даже не видно, на чем он тут держится.
Ну и уже, в общем-то, притулил даже капотик. Видите, притулил пока, просто поставил винтик. А надо бы закрепить на шурупчике. Сверлить дырочки и так далее. Ну, не знаю, может быть, для первого полета попробовать просто так на скотч. Опять же его прикрепить, потому что если что, какой краш, оно будет амортизировать. А все это дело очень хрупкое. Там внутри есть стеклоткань. Капотик вроде бы ничего себе такой. Ну, а вот эта часть прям мега хрупкая. Такое ощущение, что это самое настоящее оргстекло, только примерно 0,5 мм толщиной. Представьте себе, что это такое. Кто работал с оргстеклом, знает, насколько оно хрупкое. Ну вот такой, друзья, получился интересный маленький самолет. Хочется запустить его без каких-либо крашей. И в следующем видеоролике мы сделаем это. У меня есть одна интересная задумка, как это сделать, чтобы максимально повысить шансы первого запуска. Первый запуск, потому что очень сложный и самый опасный. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.